Триасовый период. Сегодня мы отправимся в увлекательное и познавательное путешествие, охватывающее удивительный Триасовый период, который длился примерно 50 миллионов лет. Это эпоха возрождения жизни после самого крупного вымирания в истории нашей планеты, когда исчезло около 95% всех видов. Что представляла собой Земля того времени? Климат теплый и влажный, континенты объединены в единый суперконтинент Пангею. Повсюду произрастают огромные хвощи и папоротники, а также первые галосеменные растения. Это время великих биологических экспериментов и удивительных существ. Начнем с листрозавров. Представьте себе крепкого зверя размером с большую собаку, с бочкообразным телом и короткими ногами, увенчанного забавной мордой с клювом. Листрозавры были полуроющими животными и проводили много времени в своих подземных норах, что позволяло им переживать суровые условия и избегать опасности от хищников. Благодаря мощным передним конечностям они эффективно выкапывали укрытия и добывали коренья, которыми питались. Эти крепкие существа были настолько многочисленными, что почти половина всех наземных позвоночных Триаса были именно листрозаврами. Следующее существо, с которым мы познакомимся, это циногнат. Представьте себе животное, похожее на крупного волка или собаку, но с совершенно другой анатомией. Циногнат был примерно 1,5 метра в длину и обладал мощным мускулистым телом, предназначенным для быстрого бега и молниеносных атак. Одной из главных особенностей циногната были его сильные челюсти, оснащенные впечатляющим набором острых зубов, идеально подходящих для охоты на разнообразную добычу. От мелких рептилий и амфибий до более крупных животных. Благодаря своей выносливости и скорости, циногнаты были грозными хищниками и занимали верхние позиции в пищевых цепях того времени. Но что делает циногната особенно интересным для ученых? Это его место в эволюционной истории. Циногнат принадлежал группе тиреодонтов или зверозубых рептилий, от которых впоследствии произошли первые настоящие млекопитающие. Некоторые особенности строения циногната уже напоминали признаки млекопитающих. Его конечности располагались почти прямо под телом, а не по бокам, что позволяло ему более эффективно и быстро перемещаться. Также ученые считают, что у циногнатов могла быть примитивная шерсть, защищавшая их от температурных перепадов Триасового периода. Кроме того, считается, что циногнаты могли проявлять более сложное поведение по сравнению с другими рептилиями того времени. Они вполне могли заботиться о своем потомстве и, возможно, даже охотились небольшими группами, что было редкостью для той эпохи. Таким образом, циногнат не просто доисторический зверь, а важная ступень на пути к современным млекопитающим. Этот необычный хищник является живым доказательством того, как природа медленно, но неуклонно экспериментирует, создавая новые формы жизни и прокладывая путь для эволюционных открытий. Теперь перейдем к архозаврам. Это важнейшая группа животных Триасового периода. Архозавры – это рептилии, от которых впоследствии произошли динозавры, крокодилы и птерозавры. Один из первых архозавров – Эораптор, крошечный первопроходец динозавровой эры, живший около 231 миллиона лет назад. Представьте небольшое, легкое животное длиной чуть больше метра, проворное и ловкое, передвигающееся на 2 сильных ногах. Эораптор был всеядным охотником. Он мог ловить мелких животных и ящериц, а также поедать растения. Он считается одним из первых настоящих динозавров. В водоемах Триаса доминировали фитозавры. Эти удивительные рептилии, жившие около 230 миллионов лет назад, внешне напоминали современных крокодилов, но на самом деле не являлись их прямыми родственниками. Фитозавры были впечатляюще крупными. Некоторые виды достигали 10 метров в длину. У них были мощные челюсти с длинными острыми зубами, идеально подходящими для захвата добычи.
Их глаза и ноздри находились высоко на голове, позволяя фитозаврам почти полностью погружаться под воду, оставаясь незаметными для жертвы. Это делало их совершенными мастерами засадной охоты. Рацион фитозавров был разнообразным. От рыбы до мелких рептилий и даже молодых динозавров, которые неосторожно подходили к воде. С помощью своей молниеносной атаки фитозавры легко ловили добычу, быстро утягивая ее под воду. Однако, несмотря на внешнее сходство с крокодилами, фитозавры были лишь далекими родственниками современных рептилий. Они представляли собой отдельную ветвь архозавров, которая полностью вымерла к концу триасового периода, уступив место настоящим крокодилам и динозаврам. В небесах триасового периода царили птерозавры, первые летающие рептилии. Один из ранних представителей – Эудиморфодон. Это одно из первых летающих существ триасового периода, жившее примерно 210 миллионов лет назад. Представьте небольшую рептилию с размахом крыльев чуть больше метра, стремительно парящую над древними водоемами и лесами. Эудиморфодон был одним из первых представителей птерозавров, уникальной группы летающих рептилий, освоивших воздушное пространство задолго до птиц. Одной из самых интересных черт этого существа был его зубастый клюв, оснащенный множеством острых зубов разных форм и размеров, благодаря которым он легко ловил мелких рыб и насекомых прямо на лету. Эти птерозавры обладали крыльями, сформированными из тонкой кожи, натянутой между удлиненными пальцами передних конечностей и телом. Это позволяло им невероятно быстро маневрировать и ловко уклоняться от более крупных хищников. Обитали эудиморфодоны в прибрежных районах, проводя большую часть времени в полете и приземляясь лишь для отдыха и, возможно, откладывания яиц. Именно эудиморфодон и его родственники первыми открыли воздушное пространство для позвоночных животных, проложив дорогу гигантским птерозаврам юрского и мелового периодов. А теперь обратим внимание на море Триаса. Водные пространства того времени были заселены ихтиозаврами, похожими на дельфинов, но являющимися рептилиями. Миксозавр – древний обитатель океанов, живший около 240 миллионов лет назад. Миксозавры были ранними представителями ихтиозавров. Это уникальная группа морских рептилий, которые по своему облику напоминали современных дельфинов. Эти стремительные пловцы достигали около 2 метров в длину и имели обтекаемое тело, что позволяло им легко маневрировать и развивать высокие скорости под водой. Особенность миксозавров – большие глаза, которые помогали им охотиться в глубоких водах даже при недостатке света. Их челюсти были наполнены острыми коническими зубами, идеально подходящими для захвата рыбы и кальмаров, составлявших основу их питания. Но одной из самых интересных деталей было то, что миксозавры были живородящими. Они не откладывали яйца на суше, а рождали живых детенышей прямо в воде. Эта уникальная черта позволяла им полностью оторваться от береговой линии и покорить открытый океан. Миксозавры стали одними из первых успешных морских хищников, открыв дорогу более крупным и знаменитым ихтиозаврам, которые позже будут доминировать в морях юрского и мелового периодов. Также морские и прибрежные экосистемы были домом для нотозавров, полуводных рептилий с длинными шеями, которые могли свободно плавать и выходить на сушу. Они охотились на рыб и моллюсков, отдыхая на берегах, согреваясь под солнечными лучами. Но триасовый период был временем не только для рептилий. Перед вами чрезвычайно важное существо триасового периода – Морганукодон, одно из первых настоящих млекопитающих, жившее около 205 миллионов лет назад. Представьте себе крохотное животное размером не больше мыши или землеройки, ловкое и незаметное, ведущее скрытный образ жизни под покровом ночи. Морганукодон обладал небольшим удлиненным телом, покрытым, вероятно, тонкой шерстью, защищавшей его от перепадов температур.
Эти создания имели острые зубы, которые позволяли им легко питаться насекомыми и мелкими беспозвоночными. Благодаря своему небольшому размеру и осторожному образу жизни, морганукодоны успешно избегали встреч с крупными рептилиями, хозяевами триасового периода. Интересен тот факт, что морганукодон был уже очень близок по строению к современным млекопитающим. У него была развитая нижняя челюсть, которая состояла из одной кости. Отличительная особенность млекопитающих, позволяющая лучше пережевывать пищу. Более того, вероятно, морганукодоны уже могли заботиться о своем потомстве, что обеспечивало им преимущество в борьбе за выживание. Это маленькое существо, напоминающее современных землероек, ведущее скрытный образ жизни и избегающее крупных хищников. Удивительно, как триасовый период заложил основу будущих экосистем, подарив миру первые формы животных, которые будут доминировать миллионы лет. Именно тогда началась эпоха динозавров, сформировались основы для появления птиц и современных млекопитающих. Представьте себе животное, похожее на черепаху, длиной до 3 метров, с массивным телом, покрытым крепким панцирем и защищавшим его от хищников. Это плакодонт. Плакодонты были настоящими мастерами добычи моллюсков и ракообразных. Их мощные челюсти с плоскими прочными зубами легко дробили раковины даже самых твердых моллюсков, позволяя им добывать вкусное и питательное мясо. Благодаря своему панцирю и сильному телосложению, плакодонты уверенно чувствовали себя в прибрежных водах, защищенные от большинства хищников своего времени. Интересной особенностью плакодонтов является их способ плавания. Они были не слишком быстрыми, поэтому часто передвигались медленно по дну моря, собирая пищу и оставаясь практически незаметными. Этот образ жизни сделал их уникальной частью триасовой морской экосистемы, подчеркивая удивительное разнообразие форм, которые жизнь принимала в этот период. Плакодонты, хотя и вымерли к концу триаса, навсегда оставили след в истории эволюции, демонстрируя удивительные адаптации природы и ее способность создавать уникальных существ, приспособленных к жизни в самых разных условиях. А вот еще одно удивительное существо триаса – нотозавр. Эти необычные рептилии жили примерно 210 миллионов лет назад и были настоящими морскими странниками древнего мира. Представьте себе животное с длинным телом, вытянутой шеей и перепончатыми лапами, похожее одновременно на тюленя и ящерицу. Длина нотозавров составляла до 4 метров. Их гибкое тело и мощные конечности позволяли им отлично плавать и ловко маневрировать под водой в поисках рыбы и моллюсков, которые составляли основу их рациона. Нотозавры вели полуводный образ жизни. Хотя они прекрасно чувствовали себя в море, охотясь и избегая опасностей в воде, отдыхать и размножаться они предпочитали на суше. Именно на берегах древних морей они согревались под лучами солнца, вероятно, собираясь небольшими группами, подобно современным морским львам. Одной из особенностей нотозавров были их длинные острые зубы, идеально подходившие для ловли рыбы. Строение их тела было настолько успешным, что именно нотозавры считаются предками плеозавров и плезиозавров, которые в свою очередь были легендарными морскими хищниками юрского и мелового периодов. Представьте рептилию, которая выглядела так странно, что многие палеонтологи сначала даже не могли поверить в ее существование. Это танистрофей. Танистрофей жил около 242 миллионов лет назад, а его главным отличием была невероятно длинная шея. Это примерно половина от общей длины тела, которая могла достигать 6 метров. Внешне он напоминал гигантскую змею на тонких, но сильных лапах. Ученые долго спорили, для чего танистрофею понадобилась такая удивительная шея. Сегодня большинство исследователей сходятся во мнении, что танистрофей вел полуводный образ жизни, охотясь на рыбу.
Он, скорее всего, неподвижно стоял на берегу или на мелководье и быстро выхватывал добычу из воды с помощью своей необычайно длинной шеи. Кроме того, длинная шея позволяла Танистрофею незаметно подкрадываться к добыче, оставаясь вне ее поля зрения. Однако, несмотря на свою уникальную адаптацию, передвигаться Танистрофею было не так уж и просто. На суше его движения были медлительными и неуклюжими. Танистрофей – один из самых необычных примеров эволюционного эксперимента природы, демонстрирующий, как сильно могли различаться формы жизни триасового периода. Удивительное существо, о котором мы продолжаем узнавать новые подробности благодаря находкам ученых по всему миру. А это грозный герерозавр, один из первых настоящих хищных динозавров в истории Земли. Герерозавр был внушительным животным, достигавшим до 4 метров в длину и весившим около 200 килограммов. Представьте существо с мускулистым телом, мощными задними конечностями и крупными острыми зубами, идеально подходящими для захвата и удержания добычи. Этот ранний динозавр был чрезвычайно ловким и быстрым хищником, который мог легко догонять и атаковать животных своего времени, таких как мелкие рептилии, ранние динозавры и даже амфибии. Герерозавр обладал сильными передними лапами с острыми когтями, которые помогали ему удерживать и обездвиживать жертву. Находки останков герерозавра в Аргентине позволяют ученым предполагать, что он занимал верхние уровни пищевой цепи триасового периода. Это был один из первых шагов природы на пути к эпохе господства крупных хищных динозавров, таких как аллозавр и тираннозавр, которые появятся позднее. Можно сказать, герерозавр является ключевым звеном эволюции, одним из первых успешных образцов того, как динозавры начали завоевывать мир, прокладывая дорогу самым знаменитым хищникам в истории нашей планеты. Поговорим о ринхозавре. Это один из самых успешных и распространенных животных триасового периода. Ринхозавры были удивительными существами размером с овцу или свинью, с массивным коренастым телом и короткими крепкими ногами. Однако самая необычная их особенность – это уникальный клювообразный рот, оснащенный острыми режущими краями, идеально приспособленный для измельчения жесткой растительности и корней. Эти травоядные животные были чрезвычайно многочисленны и широко распространены по всему суперконтиненту Пангея. Их успешность связана с их способностью выживать на весьма скудной и грубой растительной пище, которую другие животные просто не могли усваивать. Это делало ринхозавров важнейшими существами триасовых экосистем, своеобразными садовниками своей эпохи. Удивительно, но ринхозавры составляли значительную часть всех наземных животных триаса, являясь основной добычей для многих хищников того времени. Их многочисленность и доступность стали важным фактором развития первых крупных плотоядных динозавров и других архозавров. К концу триаса ринхозавры полностью исчезли, уступив место новым, более специализированным животным. Теперь познакомимся с протерозухом. Он был один из первых крупных наземных хищников, господствовавших на Земле около 250 миллионов лет назад, сразу после Великого Пермского вымирания. Представьте себе рептилию длиной около 3 метров, напоминающую современных крокодилов, но гораздо более древнюю и примитивную. Протерозух имел длинное стройное тело, мощные лапы и вытянутую голову с внушительными челюстями, полными острых зубов. Эти ранние хищники были активными охотниками, нападая на мелких рептилий, амфибий и рыб. Несмотря на внешнее сходство с крокодилами, протерозух не был водным животным. Он охотился преимущественно на суше, активно преследуя свою добычу и используя резкие атаки, чтобы схватить ее мощными челюстями. Протерозух – это яркий пример того, как жизнь быстро восстанавливалась после глобальных катастроф.
Эти рептилии сыграли важную роль в экосистеме раннего Триаса, став одними из первых успешных крупных наземных хищников нового мира. Хотя протерозухи исчезли еще в первой половине Триасового периода, они стали важным эволюционным шагом, открыв дорогу для более специализированных и совершенных хищников, таких как фитозавры и ранние динозавры, которые позже займут доминирующие позиции в животном мире планеты. А теперь расскажем о малоизвестном, но крайне важном существе Триасового периода. Это Стракоодон. Одно из самых ранних млекопитающих, жившее около 200 миллионов лет назад в самом конце Триаса. Стракоодон был совсем крошечным, размером с мышь или землеройку, весом всего несколько десятков граммов. Он вел ночной образ жизни, скрываясь от доминирующих динозавров и рептилий, которые правили планетой днем. Под покровом темноты Стракоодон выходил на охоту, поедая насекомых, личинок и других мелких беспозвоночных. Интересно, что строение черепа и зубов Стракоодона уже сильно напоминало современных млекопитающих. У него были четко выраженные резцы, клыки и коренные зубы. Это важный признак, отделяющий млекопитающих от их предков. Его нижняя челюсть состояла из одной кости, как у нас с вами, в отличие от более примитивных животных. Ученые предполагают, что у Стракоодона уже была шерсть, защищающая от перепадов температуры и, возможно, даже зачатки теплокровности. Это способность сохранять постоянную температуру тела. Все это делало его невероятно выносливым и адаптированным к жизни в мире гигантов. Добро пожаловать в захватывающий мир юрского периода. Сегодня мы опять отправимся в Древний океан, чтобы исследовать жизнь одних из самых удивительных существ того времени. Это ихтиозавры, офтальмозавры и темнодонтозавры. Ихтиозавры были морскими рептилиями, идеально приспособленными к жизни под водой. С внешностью, напоминающей современных дельфинов, они обладали чрезвычайно обтекаемым телом и мощными ластами, благодаря которым они ловко маневрировали и развивали внушительную скорость в погоне за рыбой и кальмарами. Офтальмозавр – это уникальный представитель ихтиозавров, известный своими огромными глазами. Эти глаза были одними из самых крупных в животном мире, достигая до 25 сантиметров в диаметре. Они позволяли офтальмозавру отлично видеть на больших глубинах, где царила кромешная тьма. Он охотился на глубоководных кальмаров и рыбу, без труда ориентируясь в темноте океанских глубин. Тем временем на вершине морской пищевой цепочки находился темнодонтозавр, внушительный хищник, достигавший длины до 12 метров. Его мощные челюсти были вооружены впечатляющими зубами, способными справиться даже с крупной добычей, такой как более мелкие ихтиозавры и крупные рыбы. Его стратегия была эффективной и быстрой. Внезапная атака из глубины, после чего у добычи уже не оставалось шансов на спасение. Плезиозавры были одними из самых узнаваемых морских рептилий того времени. Их силуэт напоминал легендарного обитателя Лох-Несса. Длинная шея, небольшая голова и мощное тело, оснащенное 4 сильными ластами. Их плавание было плавным и элегантным, словно балет в замедленном движении. Эти животные могли достигать от 5 до 15 метров в длину и ловко охотились на рыбу и кальмаров. Одним из самых известных плезиозавров был криптоклит. Этот ловкий морской охотник достигал до 8 метров в длину и обладал длинной гибкой шеей с острыми загнутыми зубами, идеально подходящими для захвата мелкой добычи. Криптоклит обычно плавал в прибрежных водах и на мелководье, неспешно кружась среди водорослей и коралловых рифов, ловко выхватывая ничего не подозревающих рыб из их укрытий. Еще одним замечательным представителем этой группы был муренозавр. Он выделялся чрезвычайно длинной шеей, которая состояла из многочисленных позвонков и могла составлять почти половину длины его тела, достигая общей длины около 10 метров.
Благодаря такой шее муренозавр был способен маневрировать и охотиться на добычу в самых труднодоступных местах морского дна, извлекая из щелей и расщелин морских существ, которые казались недоступными для других хищников. Еще 3 удивительных представителя юрского периода – плеозавр, леоплевродон и пеланеустус. Начнем с плеозавра. Мощный морской охотник, достигавший длину до 15 метров. Это было огромное животное с массивной головой, вооруженной огромными зубами, напоминающими кинжалы. Его мощные челюсти могли с легкостью раскусить практически любую добычу, от крупной рыбы до молодых плезиозавров. Плеозавр был настоящим гигантом и несомненным хозяином древнего океана. Но даже у плеозавра был достойный конкурент – знаменитый леоплевродон. Этот хищник длиной около 10 метров обладал чрезвычайно острым обонянием, благодаря которому он мог обнаруживать добычу за несколько километров. Его массивное тело и мощные ласты позволяли ему совершать молниеносные рывки к жертве, делая его одним из самых эффективных охотников своего времени. Своими огромными зубами он с легкостью разрывал плоть крупной добычи, обеспечивая себе первенство среди морских рептилий. Также выделялся среди гигантов и пеланеустус, значительно меньший представитель плеозавров, достигавший около 3 метров в длину. Однако этот компактный размер давал ему огромное преимущество – ловкость и маневренность. Пеланеустус охотился на более мелкую добычу, такую как рыба и кальмары, стремительно преследуя их в зарослях морских водорослей и скалистых рифов. Его узкие продолговатые челюсти позволяли с хирургической точностью ловить быструю и проворную добычу. Теперь перенесемся на сушу юрского периода. Посмотрим, кто жил в густых лесах, болотистых местностях и бескрайних равнинах. На обширных просторах, покрытой густой растительностью, правили невероятные создания – сухопутные динозавры. Среди них особенно выделялись 2 гигантских хищника – аллозавр и его близкий родственник – заврофагонакс. Аллозавр был одним из самых успешных и распространенных хищников юрского периода. Этот впечатляющий динозавр достигал в длину до 10 метров, а весил около 2 тонн. Он отличался сильными задними лапами, позволяющими ему быстро преследовать добычу, и мощными передними лапами с острыми когтями, которые помогали удерживать и разрывать жертву. Аллозавр охотился как поодиночке, так и небольшими группами, выслеживая крупных растительноядных динозавров, таких как диплодоки и стегозавры. Но даже аллозавр не был самым крупным хищником своего времени. В тех же самых землях господствовал еще один более внушительный охотник – заврофагонакс. Его название буквально означает «пожиратель ящеров». И это было заслуженно. Длина его тела превышала 12 метров, а масса могла достигать 4 тонн. Этот гигант был одним из крупнейших хищников, когда-либо населявших сушу. Заврофагонакс мог без труда конкурировать с другими крупными хищниками за территорию и добычу. Его стратегия охоты была простой, но эффективной – засада и молниеносная атака. Мощные челюсти, вооруженные длинными острыми зубами, позволяли ему с легкостью справляться даже с огромными завроподами. Не исключено, что именно заврофагонакс занимал верхушку пищевой цепи юрского периода, доминируя в древних экосистемах. Мегалозавр, название которого переводится как «великий ящер». Он вошел в историю как первый динозавр, официально описанный наукой. Он жил около 166 миллионов лет назад в юрской Европе. С длиной до 9 метров и острыми изогнутыми зубами мегалозавр был активным хищником, вероятно, охотившимся на крупных травоядных. Его тело было крепким и сбалансированным. Длинный хвост обеспечивал равновесие, а задние лапы – быстрый разгон. Этот динозавр был вершиной пищевой цепи своего времени.
А теперь направимся из теплой юрской Англии в ледяную Антарктиду. Здесь в начале юрского периода, около 190 миллионов лет назад, жил другой хищник – криолофозавр. Его имя означает «замороженный гребенчатый ящер» в честь замысловатого костяного гребня, украшавшего его череп. Этот хищник длиной около 6-7 метров был не только опасным охотником, но и, возможно, использовал свой гребень для демонстрации и распознавания сородичей. Удивительно, но он жил в условиях, которые сегодня ассоциируются с вечной мерзлотой, хотя тогда климат был значительно мягче. Компсогнат – один из самых маленьких и ловких динозавров, известных науке. Размером с домашнюю кошку, этот проворный охотник быстро перемещался по лесной подстилке, охотясь на насекомых, ящериц и других мелких существ. Его скорость и сообразительность позволяли ему выживать в мире гигантских хищников. Компсогнат использовал стратегию быстрой атаки и столь же стремительного отступления, избегая встречи с более крупными соперниками. Юровинатор – еще один небольшой хищник, открытый относительно недавно. Его название переводится как «охотник из Юры». Длиной около метра, юровинатор обладал грациозным телом и острыми зубами, идеально приспособленными для ловли мелкой добычи. Примечательно, что окаменелости юровинатора сохранили следы мягких тканей, что позволяет предположить, что тело этого динозавра было покрыто примитивными перьями или похожими структурами, которые помогали ему поддерживать тепло и, возможно, даже маскироваться в густых зарослях. Орнитолест, название которого обозначает «похититель птиц». Он был немного крупнее, до 2 метров в длину. Его отличительной особенностью были длинные цепкие передние лапы с мощными когтями, которыми он ловко захватывал добычу. Несмотря на название, орнитолест, вероятно, охотился не только на ранних птиц, но и на мелких динозавров и других животных. Он был одним из самых успешных и универсальных охотников своей эпохи. Теперь поговорим о травоядных. Один из самых знаменитых гигантов прошлого – диплодок. Представьте существо длиной до 27 метров, шеей и хвостом, которые вместе составляли большую часть его тела. Его шею венчала небольшая голова, идеально приспособленная для срывания листвы с деревьев. Диплодок спокойно бродил по долинам и равнинам, ежедневно поглощая огромное количество растительной пищи. Его массивный хвост служил не только противовесом, но и мощным средством защиты от хищников. Одним ударом он мог отогнать даже самого настойчивого охотника. Другой величественный представитель завроподов – апатозавр, некогда известный как бронтозавр. Это внушительное животное, достигавшее длины до 25 метров и массы до 30 тонн, отличалось особенно мощным и крепким телом. Апатозавр двигался неторопливо и величаво, питаясь жесткими хвойными и папоротниковыми растениями. Благодаря своей массе и прочной структуре тела, апатозавр был практически неуязвим для большинства хищников своего времени. Теперь обратим внимание на более необычного завропода. Это брахитрахилопан. Этот динозавр существенно отличался от своих собратьев необычайно короткой шеей. Длина брахитрахилопана не превышала 10 метров, и он предпочитал питаться растительностью, растущей ближе к земле. Его компактное тело позволяло ему маневрировать в густых зарослях, добывая корм, недоступный другим гигантам с длинными шеями. Это был завропод, выбравший совершенно иной путь эволюции. И, наконец, маменхизавр, обладатель одной из самых впечатляющих шей в истории животного мира. Длина его шеи достигала почти половины от общей длины тела, составляя около 12 метров. Такой экстремальный анатомический признак позволял маменхизавру питаться листвой самых высоких деревьев, оставаясь вне конкуренции среди других завроподов.
Представьте себе грациозное животное, медленно скользящее шеей среди ветвей, словно гигантский живой кран. Стегозавр. Этот динозавр длиной около 9 метров был известен своими эффективными костными пластинами вдоль спины и грозными шипами на хвосте. Его название переводится как крышеящер, и несмотря на внушительный вид, он был мирным травоядным животным. Ученые предполагают, что массивные пластины служили стегозавру для регулирования температуры тела или же помогали отпугивать хищников и привлекать внимание противоположного пола. Вооруженный шипами хвост эффективно защищал его от нападений крупных хищников вроде аллозавров. Его ближайший родственник, кентрозавр, был чуть меньшего размера, около 5 метров в длину, но его защита была еще более впечатляющей. Тело этого динозавра было покрыто не только пластинами, но и острыми шипами, которые торчали вверх и в стороны, создавая почти непроницаемую броню. Живший в густых зарослях юрской растительности, кентрозавр питался низкорослыми растениями и папоротниками, предпочитая избегать конфликтов, но при необходимости был способен яростно обороняться. На фоне этих бронированных гигантов выделялся камптозавр. Ловкий и проворный травоядный динозавр, длина которого достигала 7 метров. Камптозавр передвигался преимущественно на задних лапах, что позволяло ему быстро убегать от опасности и доставать более высокие ветки растений. Его имя означает «сгибающийся ящер», что связано с гибкостью его тела и маневренностью, делавшей его жизнь среди гигантов более безопасной и удобной. И, наконец, самый маленький участник нашего рассказа – дринкер, длиной не более 2 метров. Это небольшой, но очень проворный динозавр вел скрытный образ жизни среди густой растительности, избегая встреч с более крупными и опасными соседями. Питаясь мягкими листьями и побегами, дринкер был одним из первых динозавров, для которых бег и ловкость были ключом к выживанию в суровом мире юрского периода. Отниелия. Этот проворный травоядный динозавр, длиной чуть более 1,5 метров, обладал грациозным телосложением, которое позволяло ему с легкостью избегать встреч с хищниками. Отниелия питалась мягкой растительностью, семенами и плодами, передвигаясь преимущественно на задних лапах, чтобы быстрее скрываться от опасности и легко маневрировать среди кустарников и зарослей. Благодаря своей скорости и осторожности, Отниелия успешно выживала в мире, полном гигантов. Анхизавр был небольшим травоядным динозавром около 2 метров в длину. Он передвигался преимущественно на 4 лапах, хотя мог вставать и на задние, чтобы дотянуться до вкусных листьев или веточек. Обладая стройным телосложением и длинной гибкой шеей, анхизавр легко добирался до труднодоступной растительности, избегая конкуренции с более крупными животными. Другим интересным представителем того времени был массоспондил. Это был более крупный родственник анхизавра, достигавший в длину около 4 метров. Его отличительной чертой была длинная шея и мощные передние конечности с острыми когтями, которые он использовал для добычи пищи. Несмотря на внушительные размеры, массоспондил был мирным травоядным, питавшимся листьями и побегами растений. Незадолго до первых птиц, до появления гигантских птерозавров, небо юрского периода уже принадлежало одним из первых летающих позвоночных. Рамфоринх – это птерозавр, живший около 150 миллионов лет назад. Он был сравнительно небольшим. Размах его крыльев составлял около метра, но несмотря на скромные размеры, Рамфоринх был великолепным летуном. Его длинный хвост с ромбовидным окончанием действовал как стабилизатор, помогая сохранять равновесие и маневрировать в полете. Зубастая пасть Рамфоринха говорит сама за себя. Он был ловким охотником. Его острые изогнутые зубы идеально подходили для захвата добычи. Он нырял над водной поверхностью, ловя добычу прямо на лету, как современные крачки или стрижи.
Ученые предполагают, что рамфоринхи, как и современные морские птицы, могли гнездиться на прибрежных скалах и вести колониальный образ жизни. Хотя рамфоринх был далеким предком более поздних птерозавров с огромным размахом крыльев, его строение тела показывает нам начало великого эволюционного эксперимента – завоевание неба. Эти летающие рептилии стали первыми позвоночными, освоившими воздушную стихию. И, наконец, расскажем о существе, которое занимает особое место в истории жизни на Земле. Это археоптерикс. Он был не просто древней птицей и не просто динозавром. Он был связующим звеном, живым переходом между двумя великими эволюционными мирами. Это рептилия и птица. Археоптерикс жил около 150 миллионов лет назад в позднем юрском периоде. Его останки были впервые найдены в известняках Баварии, в древнем архипелаге, где некогда бушевали теплые лагуны и росли тропические рощи. Размером с голубя археоптерикс обладал чертами как птиц, так и динозавров. Перья, крылья и ключица, как у птиц, но зубы, длинный костистый хвост и когти на крыльях, как у тероподовых динозавров. Летал ли он вообще? Большинство ученых считают, что да, но не как современные птицы. Его полет был, скорее всего, небольшим, похожим на планирование между ветками. Возможно, он взмывал с земли короткими прыжками или спускался с высоты, словно белка-летяга. Такой стиль передвижения помогал избегать хищников и охотиться на насекомых и мелких ящериц. Археоптерикс не просто древняя птица. Это живая иллюстрация того, как постепенно, шаг за шагом, природа преображала наземных хищников в воздушных скитальцев. Он не был ни полностью динозавром, ни настоящей птицей. Он был переходом, поворотным моментом в истории эволюции. Сегодня у нас необычный герой – Титаалик. Это существо, жившее около 375 миллионов лет назад, стало настоящим символом эволюции. Давайте же вместе разберемся, что такого удивительного было в этом древнем существе. Титаалик – это, пожалуй, один из самых важных героев древней истории жизни на нашей планете. Почему? Потому что именно он стоит на стыке двух миров – водного и наземного. Представьте себе рыбу, которая могла не только плавать, но и уверенно перемещаться по мелководью, опираясь на свои мощные плавники почти как на лапы. Да, у Титаалика были удивительные конечности, плавники с костями, похожими на наши с вами руки и ноги. Так зачем же рыбе понадобилось выбираться из воды? Ученые считают, что в то время конкуренция в водной среде была очень сильной, и некоторые животные стали осваивать новые ниши для выживания. Титаалик был одним из первых таких смельчаков. Его тело было идеально приспособлено для мелководий и заболоченных территорий, где он мог прятаться от крупных водных хищников и находить новую пищу. Это были различные беспозвоночные и мелкие животные, которые обитали на границе суши и воды. Потомство Титаалика, как и положено настоящим рыбам, развивалось в воде. Однако молодые особи довольно быстро приобретали способность короткое время находиться на суше. Эта адаптация давала им огромное преимущество в выживании, ведь они могли избегать опасности и искать пищу в совершенно новых местах. Самое интересное – потомки Титаалика продолжали развивать эти способности, и постепенно у них появились настоящие конечности, способные выдерживать тело на суше длительное время. Так начался великий переход жизни из воды на сушу, благодаря которому в итоге появились все наземные животные, включая нас с вами. Титаалик – это не просто древняя рыба, это настоящий эволюционный мост между двумя мирами. Акулы Девонского периода появились намного раньше Титаалика, примерно 400 миллионов лет назад, и уже тогда они отличались невероятной приспособленностью к жизни в водных просторах. Кстати, они были старше первых деревьев. Получается, первое дерево младше акул на 50 миллионов лет. Удивительные существа с обтекаемым телом и острыми зубами, идеально подходящими для захвата и удержания добычи.
Но почему именно акулы так успешно закрепились в роли морских хищников? Давайте рассмотрим этот вопрос с разных сторон. Во-первых, акулы Девона обладали несколькими ключевыми эволюционными преимуществами. Хрящевым скелетом, который делал их легкими и быстрыми, и невероятно острыми зубами, способными восстанавливаться после потери. Эти особенности обеспечивали им значительное преимущество в выживании и охоте. Еще один важный фактор – это живорождение. В отличие от большинства древних рыб, которые откладывали икру, кладосилахии рожали живых детенышей. Это значительно увеличивало шансы молодняка на выживание, так как молодые акулы сразу были готовы к активному движению и самостоятельному питанию. Кроме того, акулы Девона первыми начали формировать сложные стратегии охоты. Они использовали свои превосходные органы чувств, такие как обоняние и боковая линия, для обнаружения жертвы на большом расстоянии. Это позволяло им доминировать в экосистеме, занимая верхние уровни пищевой цепи. Интересно и то, что появление акул стало важным катализатором эволюционных процессов. Их присутствие стимулировало развитие защитных механизмов у других морских обитателей, способствуя эволюционному разнообразию. Поговорим про совершенно особенную акулу – Кладосилахия. Не беспокойтесь, название звучит как что-то из греческой мифологии, но это действительно древняя акула. И да, мы сегодня выясним, почему именно она стала настоящей звездой своего времени задолго до того, как акулы начали пугать отдыхающих на пляжах. Итак, Кладосилахия. Жила она примерно 370 миллионов лет назад в Девонском периоде, когда океаны были настоящим курортом для всевозможных странных существ. Симпатичной акулу нельзя назвать, но вот в номинации «Лучшая приспособленность к жизни» она была бы в числе победителей. Давайте обсудим ее телосложение. У Кладосилахии был довольно изящный силуэт. Стройное тело, обтекаемое как гоночный автомобиль, и особенность, которая, пожалуй, была ее главным преимуществом – гибкость и скорость. Представьте себе древний океанический болид, готовый в любой момент сорваться с места и устремиться к зазевавшейся добыче. Если бы у нее был свой девиз, он звучал бы примерно так: «Быстрее всех, иначе останешься голодным». Теперь о зубах. У Кладосилахии зубы были мелкие, но очень острые, идеально подходящие для ловли маленькой и подвижной добычи, такой как мелкие рыбы и головоногие. Не самое грозное оружие, но вполне эффективное для ее образа жизни. Она была, можно сказать, гурманом Девонского периода. Никакой грубой пищи, только мелкая изысканная морская кухня. Кстати, Кладосилахия была одной из первых акул, которые использовали живорождение. То есть детеныши появлялись на свет уже полностью подготовленными к самостоятельной жизни. Акулята сразу пускались в плавание, словно маленькие ракеты, готовые охотиться на все, что движется, и были достаточно осторожными, чтобы быть съеденным. Родители наверняка гордились ими, хотя у акул не принято долго заботиться о потомстве. Юные Кладосилахии сразу получали полную свободу действий. Если задуматься, Кладосилахия стала важной вехой в истории акул, проложив путь для множества видов, которые обитают в океанах сегодня. И пусть она не была столь устрашающей, как современные белые акулы, или столь причудливой, как геликоприон с его зубной спиралью, но она точно знала, что такое быть успешным хищником Девонского периода. Представьте себе акулу, но не просто акулу, а хищника, который решил, что обычные зубы – это слишком скучно и банально. Вместо привычной нам челюсти с рядами зубов у геликоприона было нечто совершенно необычное – зубная спираль. Целая спираль зубов, напоминающая циркулярную пилу, которая располагалась прямо внутри его нижней челюсти. Но давайте порассуждаем серьезно. Зачем же геликоприону понадобилась такая конструкция? Ученые долго ломали головы, пытаясь понять, как он вообще мог питаться и выживать с таким устройством во рту. Предполагается, что геликоприон использовал эту спираль, чтобы ловко разрезать мягких кальмаров и других головоногих моллюсков, которыми он, вероятно, питался.
Слишком сложное устройство для акулы. Зачем городить такой огород? Нам-то непонятно. Но у природы, наверное, на эту акулу были свои планы. Другой интересный аспект – это размер геликоприона. Некоторые виды достигали в длину до 7 метров, что делает его еще более внушительным и, скажем прямо, устрашающим персонажем морского мира. К счастью для нас, эти необычные существа жили примерно 290 миллионов лет назад, так что шанс встретить их сегодня равен нулю. Нам хватает и обычных акул. Что интересно, геликоприон долгое время оставался загадкой для палеонтологов. Поначалу находки его спиралевидных зубов были настолько странными, что их даже принимали за какие-то загадочные древние раковины. Только сравнительно недавно ученые окончательно разобрались, кому принадлежали эти зубные спирали, и представили миру геликоприона во всей его абсурдной славе. Акула гинсу, или по-научному кретоксирина. Почему ее так называют и что особенного было в этом морском обитателе? Давайте разбираться вместе. Итак, акула гинсу или кретоксирина жила примерно 100 миллионов лет назад в позднем меловом периоде. Она не зря получила свое название, напоминающее набор кухонных ножей. Ведь ее зубы были настоящим произведением искусства, длинные, острые и невероятно эффективные. Если бы существовал рейтинг самых грозных улыбок мезозоя, она бы точно заняла первое место. Но почему именно гинсу? Если вы помните рекламу ножей, которые режут абсолютно все, то акула гинсу вполне могла бы выступить в роли рекламного агента такой продукции. Ее зубы были настолько острыми и прочными, что без труда прорезали плоть и даже кости ее добычи. Это были настоящие универсальные инструменты мезозойских морей. Длина акулы гинсу доходила до 7 метров, что делало ее одним из крупнейших хищников своего времени. Ее рацион был весьма разнообразным. Она питалась практически всем, что попадалось ей на пути. От крупных рыб и головоногих моллюсков до мелких морских рептилий. Если вы оказались в то время в океане, вам бы явно не хотелось попасться на глаза этой акуле, если вы только не любите экстрим. Юмористически говоря, акула гинсу была своего рода морским шеф-поваром. Она всегда была готова к разделке и нарезке любой добычи. Представьте ее как своего рода ресторанного критика, который не выбирает, что именно есть. Главное – это скорость и эффективность поглощения блюда. С точки зрения эволюции, акула гинсу была чрезвычайно успешной. Она процветала на протяжении миллионов лет, и ее существование подталкивало других морских обитателей к разработке новых стратегий выживания. Представьте себе, что вы маленькая рыбка того времени, и ваш главный стимул к эволюции – это не стать завтраком акулы гинсу. Мотивация, надо признать, весьма убедительная. Настоящий гигант древних океанов. Дунклеостей. Имя звучит впечатляюще, правда? Это древняя рыба, которая могла бы вдохновить Голливуд на создание блокбастера ужасов. Но что на самом деле скрывается за этим громким названием? Давайте разберемся. Основная часть. Итак, представьте себе океан. Примерно 360 миллионов лет назад, в Девонском периоде. В этих водах царствовал дунклеостей. Гигантская панцирная рыба размером с небольшой автобус. Ее длина могла достигать 9 метров, а челюсти были настолько мощными, что он с легкостью раскусывал даже самую прочную броню других обитателей океана. Серьезно, челюсти дунклеостея заслуживают отдельного разговора. Вместо привычных нам зубов у него были огромные костные пластины с острыми краями, которые работали как гигантские ножницы или кусачки. Представьте себе рыбу, у которой вместо зубов стоят гигантские ножницы. Звучит жутковато. И самое забавное, эти зубы никогда не тупились. Они просто постоянно обновлялись и росли снова и снова. Почему природа решила подарить дунклеостею такую необычную конструкцию? Ответ прост. Это был идеальный инструмент для выживания в условиях жестокой конкуренции Девонского периода. Дунклеостей питался всем, что мог поймать. От крупных рыб до моллюсков и даже небольших акул.
Его стратегия охоты была проста. Мощная атака из засады, молниеносный бросок и резкий удар челюстями. С точки зрения меню Древнего океана, он был гурманом с весьма широкими предпочтениями. Удивительно и то, что несмотря на свою устрашающую внешность и невероятную силу, Дунклястей не был особо быстрым пловцом. Он полагался на эффект внезапности и свою огромную силу. Можно сказать, это был такой древний океанический терминатор, медленный, но невероятно эффективный и настойчивый. Итак, Дунклястей был не просто крупным хищником, а настоящей эволюционной сенсацией своего времени. Его удивительные адаптации позволяли ему стать вершиной пищевой цепочки древних морей. И хотя сегодня мы рады, что не можем встретить его вживую, стоит признать, что Дунклястей оставил неизгладимый след в истории жизни на Земле. Казалось бы, на сегодняшний день мы знаем настолько много о доисторических животных, что и больше добавить нечего. Но на самом деле ученые не сделали и четверть открытий о событиях, которые происходили миллионы лет назад. Но свежая информация понемногу появляется в нашем мире, что не может не радовать. Этот выпуск мы посвятим новым открытиям, теориям и событиям, которые происходили очень давно, но мы узнаем о них прямо сейчас. Представьте себе древнюю Землю 66 миллионов лет назад, которая станет современной Канадой. В этом мире, где леса были густыми и полными жизни, бродил настоящий гигант – тираннозавр по имени Скотти. Именно его останки были обнаружены в 1991 году в провинции Саскачеван и стали научной сенсацией мирового масштаба. Скотти оказался не просто очередным тираннозавром. Канадские палеонтологи под руководством Скотта Пирсона определили, что перед ними самый крупный экземпляр тираннозавра из когда-либо найденных. Это король тираннозавров, с гордостью заявил сам Пирсон, впечатленный размерами и состоянием окаменелостей. Реконструкция древней окружающей среды, в которой жил Скотти, показала, что это животное достигало длины целых 13 метров. Представьте, 3 легковых автомобиля, поставленных друг за другом. Такой размер делает его несомненным лидером среди хищников своего времени. Любопытный факт происхождения имени Скотти. Когда палеонтологи впервые обнаружили эти гигантские останки, они отпраздновали находку бутылкой хорошего шотландского виски. Бутылка называлась «Скотти». И именно это имя было навсегда присвоено великому хищнику, ставшему звездой науки. Изучение и реконструкция окаменелостей Скотти заняли многие годы кропотливого труда, и результаты превзошли все ожидания. Ученые получили важную информацию о жизни и здоровье этих животных. Скелет гиганта свидетельствует о том, что он прожил необычайно долгую и насыщенную битвами жизнь. А теперь расскажем о поразительном открытии, сделанном в Канаде. О криодраконе. Этот гигантский птерозавр, ставший одним из крупнейших летающих животных за всю историю Земли. Криодракон Борей, что переводится как «замерзший дракон севера». Он принадлежит группе аждархидов, удивительных летающих рептилий, живших около 77 миллионов лет назад в меловом периоде. Несмотря на то, что многие привыкли называть этих животных птеродактилями, на самом деле это аждархиды – гигантские существа с размахом крыльев до 10 метров. Первые останки этого животного были обнаружены более 30 лет назад в канадской провинции Альберта, но долгое время ученые считали, что это уже известный вид птерозавров – знаменитый Кецалькоатль из Техаса. Однако недавнее детальное исследование, опубликованное в журнале палеонтологии позвоночных, доказало, что речь идет о совершенно новом виде и первом птерозавре, найденном в Канаде. Доктор Дэвид Хон из Лондонского университета Королевы Марии, ведущий автор исследования, назвал это открытие значительным шагом в понимании разнообразия аждархидов. Останки включают хорошо сохранившиеся кости крыльев, ног, шеи и ребер молодых особей, а также гигантскую кость шеи взрослого животного, свидетельствующую о впечатляющем размахе крыльев до 10 метров. Подобно своим собратьям, криодракон был хищником и питался мелкими животными.
Это ящерицы, млекопитающие и, возможно, даже небольшие динозавры. В отличие от других птерозавров, аждархиды были наземными охотниками, способными совершать продолжительные перелеты, но предпочитавшими жить на земле. Несмотря на широкое распространение аждархидов по всему миру, о них известно удивительно мало. Поэтому открытие криодракона с его прекрасно сохранившимися останками позволяет нам гораздо лучше понять жизнь и эволюцию этих древних властителей небес. А вот 70 миллионов лет назад, во времена позднего мелового периода, жил необычный хищник – маюнгозавр. Динозавр, известный своей необычайной привычкой заменять зубы примерно каждые 2 месяца, как современные акулы. Ранее ученые считали, что только крупные травоядные динозавры, такие как огромные зауроподы, быстро обновляли свои зубы. Их стратегия была проста. Большее количество зубов, быстро заменяемых, помогало им пережевывать грубую растительную пищу. Однако недавнее исследование изменило наши представления, показав, что даже крупные плотоядные динозавры, такие как маюнгозавр, тоже могли быстро обновлять свои зубы. Майкл Адель Демик из университета Адельфи в Нью-Йорке объясняет, что ученых удивило обилие потерянных зубов маюнгозавра в музейных коллекциях. Тщательный анализ микроскопических кривых роста этих зубов позволил сделать открытие. Маюнгозавр обновлял свои зубы с удивительной скоростью, быстрее многих травоядных динозавров, таких как утконосые или рогатые ящеры. Причина этой уникальной особенности скрывается в его питании. Маюнгозавр был не только хищником, но и каннибалом. Его зубы оставили глубокие следы на костях своего собственного вида и других животных. Регулярное разгрызание толстых костей приводило к частой потере зубов, что требовало быстрой замены. Для сравнения, зубы знаменитого тираннозавра восстанавливались в течение 2 лет. Ученые также изучили других древних хищников, таких как аллозавр и цератозавр, и обнаружили, что они меняли зубы еще быстрее. Тем не менее, маюнгозавр по-прежнему выделяется среди большинства плотоядных динозавров. В далекой Австралии, в сердце Квинсленда, Земля недавно открыла нам одну из своих самых удивительных тайн. В 2017 году фермер из городка Винтон обнаружил на своем участке несколько небольших костей. Не догадываясь, что это станет началом крупного научного открытия, он незамедлительно обратился в Музей естественной истории Australian Age of Dinosaurs. Команда палеонтологов вскоре прибыла на место и начала аккуратные раскопки. После нескольких недель упорного труда было обнаружено около 15 костей, принадлежащих одному крупному динозавру. Уже тогда стало понятно, что перед нами уникальный образец теропода – двуногий хищник, впечатляющий своими размерами – около 2 метров в высоту и 7 метров в длину. Первоначально ученые подумали, что этот гигант мог принадлежать к виду Australovenator vintonensis, ранее обнаруженному неподалеку в 2006 году. Однако более детальное изучение показало, что найденные кости имеют важные различия по форме и размерам. Возможно, перед нами совершенно новый вид динозавров, но пока исследователи не могут однозначно подтвердить эту гипотезу. Доктор Мэтт Уайт из Университета Новой Англии сравнивает его с велоцираптором из известного фильма «Парк юрского периода». Обнаруженные рядом когти указывают на то, что этот динозавр был активным охотником и, вероятно, нападал на крупных травоядных животных. Тем не менее, ученые не исключают, что он мог питаться и падалью, подобно знаменитому тираннозавру. Эти гиганты бродили по болотистым берегам, окружавшим древнее внутреннее море Австралии, примерно 95 миллионов лет назад, в начале мелового периода. К сожалению, пока остается неизвестным, было ли тело этого хищника покрыто перьями. Мы отправляемся на побережье юго-восточной Аляски, в национальный лес Тонгас, чтобы рассказать историю невероятного открытия, сделанного благодаря необычайным приливным колебаниям, происходящим здесь раз или 2 в год. Пару десятилетий назад геолог Джим Байхтал воспользовался редкой возможностью исследовать обнажившиеся морские скалы вблизи деревни Кеке.
Во время отлива он обнаружил удивительную окаменелость – останки талатозавра, морской рептилии, которая обитала в древних океанах нашей планеты более 200 миллионов лет назад. Талатозавры или морские ящерицы – это вымерший отряд морских рептилий триасового периода. Эти существа, достигающие длины от 3 до 4 метров, жили в экваториальных водах, но их окаменелости крайне редки, что делает каждую новую находку особенно ценной. Палеонтологи из Университета Аляски в Фэрбэнксе несколько лет тщательно очищали и изучали этот образец. И вскоре выяснилось, что они имеют дело с совершенно новым видом талатозавров, который был назван Гунакодейт джосие. Этот вид отличался необычайно острым рылом, идеально приспособленным для добычи пищи в узких трещинах и щелях коралловых рифов. Ученые предполагают, что он питался мягкотелыми организмами, обитавшими в этих укрытиях. Однако именно эта специализация могла привести к его исчезновению, когда примерно 200 миллионов лет назад уровень моря начал снижаться, и талатозавры не смогли приспособиться к новым условиям. Эта находка – ключ к пониманию жизни и исчезновения талатозавров, позволяющий пролить свет на историю древних экосистем, существовавших миллионы лет назад. Из Словацкой академии наук в Братиславе недавно сделали удивительное открытие. В бирманском янтаре им удалось найти таракана возрастом около 99 миллионов лет. Но этот таракан был не таким, каким мы его знаем сегодня. Это существо было жителем пещер, первым представителем троглобионтов. Это организмы, полностью адаптированные к жизни в полной темноте, обнаруженные в янтаре эпохи динозавров. Этот древний таракан, названный Мулериблатина баванги, принадлежал к семейству нактиколидов. Его тело было необычайно бледным, лишенным пигмента, и крылья и глаза были значительно уменьшены, а антенны, напротив, оказались длинными и чувствительными. Это позволяло ему прекрасно ориентироваться в полной темноте пещеры, где зрение практически бесполезно. Может показаться странным, что житель пещер оказался запечатанным в янтаре, ведь деревья, выделяющие смолу, обычно не растут в темных пещерных глубинах. Исследователи предполагают, что этот таракан, возможно, рискнул выйти за пределы своего укрытия, исследуя мир возле входа в пещеру. Именно тогда его и настигла липкая ловушка древесной смолы, сохранившая его на десятки миллионов лет. Сегодня представители семейства нактиколидов все еще обитают в пещерах, но исследователи считают, что современные виды не имеют прямого отношения к их древнему предку Мулериблатина баванги. Это открытие помогает нам лучше понять, как жизнь адаптировалась к самым экстремальным условиям даже в эпоху динозавров. Группа палеонтологов недавно провела новый анализ уникальной окаменелости, найденной в 19 веке и ныне хранящейся в Британской геологической службе в Ноттингеме. Эта окаменелость рассказывает драматическую историю смертельного противостояния между двумя существами – Кларкейтеуфис монтефиорий, древним головоногим моллюском, похожим на современных каракатиц, и Дорсетифис бече, рыбой, напоминающей сельдь. Окаменелость запечатлела момент атаки. Кальмар схватил рыбу своими мощными щупальцами, сдавливая ее с такой силой, что череп рыбы оказался раздроблен. Это самое древнее из известных доказательств нападения существа, подобного кальмару, на свою добычу. Но как эти два существа оказались запечатленными вместе? Ученые предполагают два возможных сценария. Согласно первому, кальмар мог погибнуть в ходе борьбы, не справившись с размером добычи. Оба существа могли утонуть и опуститься на дно моря, застыв в вечности. Второй сценарий предполагает, что кальмар, возможно, попытался скрыть свою добычу от конкурентов, притаившись на морском дне, но в итоге сам стал жертвой, задохнувшись из-за низкого уровня кислорода. Хотя второй сценарий вызывает больше вопросов, так как другие найденные рядом окаменелости указывают на достаточный уровень кислорода для существования.
Независимо от точных обстоятельств этой трагедии, именно благодаря таким находкам мы можем заглянуть в мир, исчезнувший много миллионов лет назад, и узнать больше о поведении и взаимодействии древних существ. Давайте посмотрим на уникальный мир острова Мадагаскар, где недавно было сделано поистине удивительное открытие. Палеонтологи обнаружили почти полностью сохранившийся скелет необычайного млекопитающего, не похожего ни на одно другое живое или вымершее животное. Это создание размером с опоссума получило название адалтериум, что на малагазийском языке означает «безумный зверь». Внешне животное напоминало барсука, но более подробный анализ его скелета выявил удивительные и уникальные особенности. Команда исследователей из Денверского музея природы и науки и университета Стоуни. Брук обнаружила, что череп адалтериума был необычайно сложным, пронизанным множеством отверстий для нервов и кровеносных сосудов. Это, вероятно, указывает на высокую чувствительность его морды, покрытой густыми усами. На вершине черепа была также большая дыра-черта, ранее никогда не наблюдавшаяся у млекопитающих. Зубы и позвоночник этого животного также значительно отличались от всех млекопитающих того времени. Более того, задние конечности адалтериума были необычайно расставлены и слегка изогнуты, напоминая лапы аллигаторов, что также является уникальной особенностью. Ученые связывают эти странные анатомические характеристики с эффектом островной революции. Примерно 88 миллионов лет назад Мадагаскар оказался изолированным после того, как индийский субконтинент отделился и начал дрейфовать на север. Такая изоляция позволила млекопитающим на острове развиваться независимо от своих континентальных родственников на протяжении более 20 миллионов лет, создавая невероятные и уникальные формы жизни. Отправимся в сердце Марокканской Сахары, где царили гигантские хищники и свирепые летающие рептилии. Кем-Кем – загадочный регион, расположенный на границе современного Марокко и Алжира, представляет собой огромную известняковую плиту, богатую древними окаменелостями. В течение многих десятилетий палеонтологи со всего мира изучали эти уникальные находки, собирая детальные данные о существах, населявших этот регион в меловой период. Последние исследования показывают, что 100 миллионов лет назад Сахара была настоящим раем для крупных и опасных хищников. Среди наиболее внушительных обитателей были кархародонтозавр и дельтадромеус – гигантские тероподы, длина которых достигала 8 метров. Эти грозные хищники доминировали в местной экосистеме и держали в страхе своих современников. Но опасность исходила не только от наземных гигантов. Кем-Кем населяли и другие грозные существа, включая огромных крокодилов и впечатляющих птерозавров. Среди них были найдены окаменелости таких видов, как Сирокоптерикс моросенсис и Колоборинхус флювиферакс, размах крыльев которых достигал 6 метров. Разветвленная речная система региона служила источником жизни, привлекая как крупных хищников, так и их внушительную добычу. Хотя животные, служившие пищей этим гигантам, были менее устрашающими, их размеры также впечатляют современных исследователей. Этот регион назвали самым опасным местом в истории Земли. Это было враждебное окружение, в котором ни один современный путешественник во времени не смог бы выжить. Ставим палец вверх за видео и оставляем комментарии. Не забываем подписываться и жать в колокольчик, чтобы не пропустить новые и интересные видео от канала «Реальное нереальное».